И снова здорово, вы на канале Ice Shot. Промзона в нашей игре появилась недавно, и на момент выхода эта карта была одной из самых красивых. На карте можно было бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как ломаются ворота, и как твои союзники не могут подобрать позицию на карте. Чтобы не быть таким союзником, смотри этот ролик до конца, ведь как бы кто ни говорил, но хорошее знание карты и ее позиции — это большой процент для крутого и победного боя. И как бы кто ни говорил, но всем новым пользователям Тинькофф All Games приходит 500 бонусов просто за оформление карты по моей ссылке. 1 балл равен 1 рублю. Их можно потратить на компенсацию покупок техники в игровых магазинах и электронике. 500 бонусов поступит после первой покупки. А если вам нужна кредитная карта, то ее можно заказать. Многое с Тинькофф All Games доступно уже сейчас. Кредитный лимит до 700 тысяч рублей, бонусы за электронику, транспорт, развлечения, бары, кафе. И все эти бонусы можно потратить на покупки внутри игры. Оформляй карту, которая тебе нужна, по моим ссылкам в описании, и получай бонусы. Промзона так и не нашла места в сердечке танкистов. Конечно, порой на ней играют в профессиональных турнирах, а иногда ее даже не добавляют в турнирные карты. И почему? Все очень просто. Карта недостаточно сбалансирована. С этого респауна обязательно нужно играть из Т-направления всеми танками команды, и там для каждого танка найдется прекрасная позиция. Для легких танков есть два варианта, и они не только дают засвет по направлению с Т-фланга, так и еще с этих позиций можно бесплатно нанести первый урон в бою. Эти позиции очень хорошо подходят не только для Шеридана, который может скушать много хп от одной тычки по перекатке, но и для остальных легких танков. Да, эта позиция очень опасная и не нужно на ней долго стоять. Выкатили, дали тычку по своему засвету и откатили назад без получения урона. Здесь все просто. И вторая позиция не сильно отличается от первой. Нужно проезжать под ЖД и сразу повернуть направо. Здесь хорошая позиция у камня с кустиком, отсюда вас даже не смогут засветить на перекатке. На тяжелых танках вы можете спокойно отыграть от башни в двух ключевых позициях этого фланга. Необходимо проезжать сразу в угол вместе со своими союзниками на средних танках. Желательно, чтобы два танка держали угол, так как будет легче разменять урон, если противники решили играть очень агрессивно и поджать вас. И если вас не вкатывают, то вы спокойно держите направление и не получаете по себе урона. У противника с верхнего респауна просто не будет позиции для контроля СТ направления. Еще очень важная позиция может также сдерживать 2-3 танка противника, которые решили постоять в приемке. Отсюда вас также сложно уничтожать, так как позиция находится в углублении, где можно играть от крепкой башни и настреливать урон. Проиграть СТ направление очень сложно, только если противник решил быстро вкатить и лишить вас прекрасных позиций, которых с верхнего респауна просто нет. Также, прожимаясь далее, у вас есть ситуативная позиция от камней, отсюда вы можете работать по танкам, которые находятся в этой позиции. Для ПТ, я думаю, и так все очевидно, прямо на респауне вы будете видеть растерянные борта соперников. Играть ТТ направление я не рекомендую. Карта достаточно несбалансирована, и с этого респауна вы можете играть СТ, даже если противник превосходит вас по численности. Здесь уже все сложнее. Так уж выбрали игроки рандома, что приятно ехать с обоих респаунов в СТ направление. Но там просто ужасные позиции с верхнего респауна. Вам нужно будет подставляться для размена, так и еще есть шанс не пробить противника. Так что я вам очень советую пытаться одному или во взводе обижать это направление. Ваша команда может там постоять и выиграть для вас время. Но все же, если вас угораздило поехать, то дальше вот этой зоны проезжать не стоит, особенно выезжать на этот пятачок. Здесь вы как на ладони. Лучше максимально стоять в приемке от рельефа. С этой позиции вы контрите подъем, а вот с этой позиции вы контрите заезд на точку А. Ну а если вы поехали в ТТ направление, то в самом углу вы можете выдавать первый урон на перекатках и даже на ТТ. Просто здесь позиций больше и выиграть это направление легче.
Но если никого нет, то не беда. Наверное, даже и хорошо для вас, потому что вы как настоящие диверсанты можете объехать. И пока ваши союзники стоят и тянут время, вы можете убивать вражеских ПТ. Особенно стоит обратить внимание вот на эти кустики, если вы на легком или среднем танке. Главное, не заигрывайтесь. Обычно, когда видят, что есть танки в корме, то сразу решают уничтожать их, а потом уже возвращаются к своим позициям от башни. И тогда уже вам просто нужно будет потянуть время и нанести побольше урона с хорошего респауна по бортам противника. Как только на вас все обратят внимание, ваша команда может убивать танки, которые остались держать направление, и вы увидите прекрасную надпись «Победа». Если вы на тяжелом танке и неожиданно ваша команда поехала в ТТ направление и ваш быстрый танк никого не высветил, вы можете пробовать быстро прожать точки внутри ангара, а здесь, захватывая точку, вы можете попробовать кинуть блайнд по ПТ. Но на этом еще не все. Есть еще очень ситуативная позиция для средних танков с крепкой башней, как СТБ, Т-62А и другие. Залетая на первых таймингах в эту ямку, вы сможете отработать по танкам, которые на подъезде к ЖД. И по сути вас тут сложно будет уничтожить. Но пока к вам не заедут пару танков. Но чтобы это избежать, вам необходим очень хороший саппорт, который могут организовать ваши союзники. Да-да, конечно. Возможно, пройдут эры, когда это осознают игроки в рандоме, а в основном в этом ролике показаны первоначальные разъезды, позиции и ситуации, но если вы хотите узнать лучшие позиции на карте Лада, то посмотрите этот ролик.